Hi everyone! Это cool story о том, как я купил себе беговые кроссовки. Да, поздравления принимаются. Но вот уже месяц, как они бегают на полке. Так как погода переменчива, а я бегаю по пересеченке, то есть по природным массивам, поля, холмы, овраги. Вдоль зеленых троп, хребет. Минуя свалки и врываясь в туманные балки. Вообще тут как дикая территория. Где трудности, там и я. Чтоб доказать себе, это со мной было. Навстречу встретил девчонку на велосипеде. Ой, впереди довольно объемный дикий лес, и вот через него бежать, я не знаю как. Не идти, не бежать. Ни разу там не ходил, но походу сейчас придется проложить маршрут перед самым перевалом через хребет. Как обычно, мои друзья. Живая. Я думал, дохлая. Ой, ты куда? И во всех этих местах после осадков образуются коктейли из грязи, травы и воды. Одним словом, болото. Вброд, короче, со шматьем, потому что по той стороне ближе. А мотивация оставить в таких пучинах новые кроссовки на первой же пробежке у меня как-то отсутствует. Ну и мое дополнительное дежурное оправдание в том, что я прочищаю маршрутные тропы от остатков человеческой жизнедеятельности в виде промышленных элементов, частично поглощенных поверхностью земной коры. Very interesting, but ничего не понятно. То есть куски проволоки, штыри, тросы, веревки, за которые я частенько цепляюсь и падаю. Теперь ясно. Все-таки существует справедливость во вселенной. Пастор, вставший, не считается упадшим. Могу весь день так бегать, падать, вставать и идти домой. Поэтому руки побитые не только руки, стесанные локти, коленки. Это довольно частое явление для меня, это нормально. Если что, не обращайте внимания. Поэтому шузы успешно интегрировались в интерьер, ожидая своего часа. А я по-прежнему бегаю в старых говёных кедах, эстетическое и функциональное состояние которых оставляет желать лучшего. Но мне почти не стыдно, потому что я все равно бегаю. В отличие от, и здесь можно подставить нужную категорию или личность, да? Каждый для себя подставляйте сами. Здесь немного проясню для тех, кто не в курсе. Я бегаю. Бегаю давно, вроде как неплохо. Забегаю на улице, короче. Тоже Ну пойду кофту одену. прыгай давай. Бегаю, потому что мне это нравится. Я люблю бег и получаю истинное удовольствие от этой дисциплины. За секунду я отрываюсь от земли, только вперед, с собой разрубая ветер, у меня нет крыльев, но я лечу, смотря вниз, вперед, над собой к победе. Мы нахуй первые. И все виды страданий на дистанции для меня являются неотъемлемой частью этого удовольствия. Коллекционер больных эмоций, как Высоцкий. Не коронованный король, влюбленный в поле. Ну, это для тех, кто совсем. По жизни ничего слаще морковки не ели, иначе сразу бы поняли. Малыш, купаться был? Полотенце брал? Кофта ватрус. Да, горячая вода есть? Теплая, да. Ну все, погрейся. Сейчас стриптиз будем. Но вот у меня никогда не было хорошей и уж тем более специализированной обуви для забегов. Покупаешь Nike, ты приходишь первым. Всегда бегал в чем придется. Ботинки такие хорошие. Что не жалко, любые кеды, старые кроссы. Oh man, what the hell, oh my god. Еще бегать и бегать. Рваные зашивалы и в болотах многократно добивал. И обувь, и себя в том числе. Так выглядят призеры первых мест. Бешеные собаки 10 километров в Ты завяжешь, пока копыта не откинешь. Всегда руководствовался неприхотливостью, то есть бег на первом месте, а все остальное это все остальное.
Есть экипировка, круто. Нету, пофиг, найду способ обойтись без нее. Подними ногу, что у тебя там? Ну подними, что у тебя подошва? Ага, хорошая. А вторую покажи. Вторую. Такая же, да? Но здесь важно отметить, что отсутствие должной equipment base, то есть базовой экипировки, можно игнорить, но нельзя восхвалять. А я в самых лучших кроссах на свете. Ну они хорошие. То есть, если нет качественной экипировки, это плохо. Можно как угодно это игнорировать и чем угодно прикрывать. Я шел-то нормально, они развалились по дороге. Маленько, да? Но это все равно останется плохо. Чтобы стать лучше, необходимо отталкиваться от лучшего в направлении еще более лучшего. Так вот, ничто не длится вечно. Настало время и этой красоте покинуть плоскость чистой полки. А то мой копытный друг их уже примерил на свои копыта. И сидят хорошо, и цвет мой любимый, и давай я у тебя их выкуплю, и все в этом духе. Короче, возникла опасная вероятность угона. Поэтому объявляю распаковку. Прибыли они вот в таком пакете, больше ничего не изменилось. Что это вообще за кроссы и почему они оказались у меня? Это Chinese бренд One Mix, модель Iron Armor в цвете Purple, фиолетовый. Бренд вроде как входит в пятерку подтвержденно достойных по качеству и рекомендуемых к приобретению на основе тестов бегового сообщества. То есть в нем бегают, он реально известен, и это не какой-то подпольный там ноунейм. Соответственно, я увидел акционный прайс в $40, чекнул отзывы, здесь подчеркну, не рекламные, а реальные. А дальше просто взвесил тот факт, что прайс голимых кет где-то в районе $20. А что-то чуть лучше, всегда чуть дороже. А иногда и не чуть, и это совсем не что-то адекватное вообще в принципе. А здесь полноценные тренировочные беговые кроссовки с поддержкой установки карбоновой пластины, с официальной спецификацией для полумарафонских дистанций. Но люди в них и марафоны там долбят в том числе, и вообще без особых жалоб. Ну здесь ясно, что много переменных. В плане жалоб нужно отталкиваться от конкретной личности, да. Я встречал, как некоторые пишут, что кроссовки на 10 грамм тяжелее, там, здоровье тебе явно не прибавят, и типа такие там за $40. Пожалей себя, лучше останься на диване, купи пиво. Ну, вы поняли. Блеск стразов и соревнования не в скорости и выносливости на определенных дистанциях, а в свете яркости звезд на беговой дорожке. Короче, для адекватных людей это best choice за $40. Соответственно, и для меня это актуально. А после моих чудесных кеток это вообще тапки внеземной цивилизации. Лучшие! Ух! Силён! Первые впечатления после распаковки. Конечно же, это радость по поводу White Socks в комплекте. Белые носочки, это всегда приятно. Но бегать я в них, конечно же, не буду. По понятным причинам различных оттенков болотистых цветов. Но они отлично заполнят опустевшее место на полке. При первой примерке я кайфанул, насколько удобно и легко нога погружается в кроссовок по вот этому трамплину задника. Это реально клево. Следующее, что удивило, это то, что вся сетчатая часть полупрозрачная. Что хорошо в плане вентиляции во время и после тренировки, но вызвало некоторые сомнения в плане прочности и долговечности. Но позже мне сказали, что переживать не о чем, это композитная нить типа пластика, и вообще с ней ничего не происходит даже там после 1000 километров пробега в условиях дорожки. И также с кроссами особо ничего не случается. Здесь в передней части присутствует такая влагоотсекающая вставка, защищающая от набегающего потока воды. Естественно, множество присутствующих здесь фичей ориентированы на дорожку и шоссе и будут малоэффективны на пересеченке. Хотя на деле фиг знает, реальные тесты покажут. Следующее, на что обратил внимание, это протектор. Вот это именно часть протектора рельефного кажется довольно тонкой, на мой взгляд. Хотя опять-таки раннеры подтверждают, что повышенной стираемости не наблюдается. Я, естественно, думаю, что будет, если я резко тесанусь об асфальт. Но об асфальт понятно, что и кости стираются.
Шнурки. Некоторые жалуются на то, что плоские, типа там перекручиваются при постоянных перешнуровках, но меня, как всегда, заинтересовали вот эти элементы опаянных концов. Как правило, они очень часто быстро слезают и остается просто разлохмаченный край шнурка, который потом нужно опаивать зажигалкой для того, чтобы не разлохмачивался шнурок и было более-менее удобно шнуровать их обратно после стирки. Язычок не составляет единую плоскость с боковыми частями, удерживающими верхние своды голеностопа. То есть он отдельный. На некоторых кроссовках он составляет единую плоскость, как чулок с заворотами. Ну, есть разные виды дизайнов. Верхняя часть этого язычка лично у меня упирается в угол, образуемый голенью с верхним сводом стопы. Да? Не знаю, может, со временем он займет оптимальное положение, но при первой примерке заметил такой момент. Вентиляционный клапан на подошве Permeable Valve. Я поначалу не понял, как он работает и что это за клапан. Это вентиляционный клапан или перепускной клапан. Если перепускной, то для чего? Для вот этих пневмобаллонов или же для амортизирующей сферы, интегрированной в пятку, что вряд ли. В общем, поначалу понять мне не удавалось до тех пор, пока не дунул в него и не увидел запотевание на формовых или транспортировочных вставках. То есть получается клапан реально вентиляционный. Интересное решение. Общее качество из коробки вроде как отличное, на мой взгляд. Ну, естественно, при макрорассмотрении можно увидеть какие-то там несовершенные детали или элементы литья, но, по-моему, это адекватно для любой обуви. И финальное, что меня удивило в этом предмете интерьера, пока он им являлся, это количество световозвращающих элементов. Здесь почти все светлые элементы являются световозвращающими, что тоже хорошо, круто, клево. И вишенка на торте — это то, что все элементы с зеленым оттенком являются флуоресцентными, то есть накапливают в себе частицы света и при удалении источника света или помещении их в темное пространство какое-то время излучают зеленое свечение. Но я думаю, все знают, как светится что-то фосфорное. Так и здесь. Причем даже элементы подошвы. Как сказал мой копытный друг, тот момент, когда фраза «сверкать пятками» приобрела буквальный смысл. Ну и ответы на резонные вопросы. Почему Chinese бренд, а не какой-то общеизвестный мировой? Здесь логика такова, что при выборе между низкобюджетными моделями от мировых брендов и моделями классом выше, но от Chinese брендов, от подтвержденных Chinese брендов, последний вариант выигрывает во всем, кроме названия. Это не мое мнение, это коллективное заключение раннеров с широким спектром опыта, которые в боевых режимах тестили множество моделей от разных брендов и бескорыстно делились информацией и опытом, за что им большая искренняя благодарность. И вопрос, почему я приобрел кроссы, ориентированные на дорожку и шоссе, для того, чтобы бегать преимущественно по пересеченке. Вот мне просто захотелось. Подошло по цене, давно хотелось, понравилось, и вообще мне наплевать на все рамки спецификации, маркетинга и всего прочего. Если весь этот бред воспринимать прямо критично, то можно умножиться на 0, находясь между двумя пылающими группами, среди которых одна орет, что так делать нельзя, классификации придумали не дураки, там люди умнее, и вообще перестань, это тебе здоровья не прибавит, ты умрешь, и все прочее в этом духе. И на противоположной стороне спокойно стоят те, кто говорит, даже галоши — это технический допинг. Короче, если критично воспринимать информацию тех, кто слишком много говорит в сети, то можно потерять себя в объятиях дивана навечно. Что ж, на этом моменте, наверное, это все, что я хотел озвучить. Надо уже бежать, тестировать, пока обозреваемый объект все еще находится в моем распоряжении, а не угнан кем-то копытным. Нравится? Я подпер просто. Тоскливо расставаться со стадионом. Суперсовременный смартфон до сих пор в деле, до сих пор актуален. Не, ну видно было, что тучи собираются. Уже немножко дождь срывался. Ну когда это нас останавливало, да, Флойд? Хоть выжимай. Во, мчал. И каждое лето здесь сенокос, да, и вот такие скатки сена. Неописуемая красота. И больше мне и сказать нечего. Ты там где? Привет.